I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Родной отец 24 года держал дочь в бункере, чтобы насиловать. Ситуация, до боли напоминающая относительно недавний случай скопинского маньяка, случилась в конце 20 века в Австрии. Пропала молодая девушка, Элизабет Фрицель, 18 лет. За 2 года до этого девушка уже совершала попытку побега от родителей, но успела добраться только до вокзала, где ее нашли и вернули в отчий дом, ведь она была несовершеннолетней. И вот в 18 лет она снова исчезает. В обычное время не приходит домой, и нигде ее нет. Ситуация выглядит странно, ведь девочка из обеспеченной, полной семьи. Отец, мать, братья и сестры. Однако кто его знает, что творится в этих респектабельных семьях? Поговаривают, что отец тиран, все дети и жена у него ходят по струнке. Вероятно, девочка захотела свободы, к тому же теперь-то она совершеннолетняя. Через месяц из одного из соседних городов приходит письмо от беглянки. В нем Элизабет сообщает матери, что сбежала с молодым человеком, и просит не переживать и не искать ее, иначе она вовсе покинет страну. Также в письме она делится своими планами примкнуть к религиозной общине. Скоро полиция закрывает дело о ее пропаже. Спустя 24 года, в 2008 году в больницу поступает странная девушка лет 17. Она в ужасном состоянии, падает в обмороке, выглядит так, будто никогда не посещала врачей. С прогнившими зубами, ужасно худая, слабая и с невероятно белой кожей. Но самое странное, у нее нет никаких документов и истории болезни. Прежде чем глубоко и очень надолго отключиться, девушка успевает сообщить, что является дочерью Элизабет Фрицель. Откуда взялась эта девушка? Ее привез в больницу Йозеф Фрицель, уже пожилой отец той самой беглянки Элизабет, пропавшей 24 года назад. Мужчина рассказывает, что нашел Кёрстен, так зовут девушку без документов, на пороге своего дома и больше ничего не знает. Но что-то не сходится в этой истории, и врачи сообщают в полицию. Главврач больницы выступает по телевидению с обращением к Элизабет Фрицель, с призывом объявиться и рассказать, чем ранее болела Кёрстен. Тем временем, в подвале одного респектабельного трехэтажного дома в бункере за 5 дверями сидит 42-летняя Элизабет Фрицель, вперевшись взглядом в телевизор, по которому передают новости, и очень сильно переживает за свою дочь. Эта запутанная, но до ужаса реальная история произошла по вине изобретательности, лживости и сексуальной неудовлетворенности вот этого седого мужчины. Но в молодости он выглядел вот так. Детство Йозефа Фрицеля. Йозеф Фрицель родился 9 апреля 1935 года в маленьком австрийском городке Амштеттен, единственным ребенком в бедной семье солдата вермахта и домохозяйки. Ему было 4 года, когда отец ушел из семьи, а матери пришлось браться за грязную работу, чтобы буквально хватало на кусок хлеба. Хватало не всегда, а от голода порой спасали только соседи и знакомые. Маленький Йозеф рос в ненависти к отцу, а мир в это время сотрясала Вторая мировая война. В 1938 году весь городок Амштеттен радостно приветствовал Гитлера. На каждом доме висели флаги со свастикой, а их жители рукоплескали, когда фюрер проезжал по улицам. Совсем неподалеку от дома Фрицелей
находились два концентрационных лагеря, и мальчик уже понимал, что там происходит. В 1941 году по железной дороге Амштеттена регулярно перевозили войска на Восточный фронт. Эпоха фашизма, в которую я рос, означала тотальный контроль и уважение к власти. Думаю, я прихватил кое-какие ценности из той жизни. Конечно, подсознательно. Война, бедность, тяжелый послевоенный период. Да, Йозефу с матерью пришлось нелегко. Мать часто срывалась на мальчике, избивала его. Но она же научила его ценить дисциплину и тяжелый труд. Поговаривают, что невыраженную ярость Фрицель выплескивал, убивая животных, кошек и собак. Но это лишь слухи. В 16 лет парень окончил школу, затем выучился в техническом училище на электроинженера, а после выпуска нашел работу по профессии. В 21 год нашел себе и жену, 17-летнюю девушку по имени Розмари, и они поселились в крупном австрийском городе Линце. В браке Йозеф был очень требовательным, а Розмари – покорной. Он диктовал ей, как должна себя вести, выглядеть и когда может открывать рот добропорядочная жена, а она старалась следовать всем его инструкциям. За время семейной жизни у Йозефа и Розмари родились 2 сыновей и 5 дочерей. Среди них и Элизабет Фрицель, родившаяся в 1966 году. Говорят, она была самой красивой из сестер. Взрослеющие дети Фрицеля старались как можно раньше создать собственные семьи и сбежать от гнета отца. Но Фрицеля это не устраивало. Он мечтал быть главой большой семьи, в окружении преданных сыновей, дочерей и внуков. Юную Элизабет он воспитывал по-своему. Запрещал дружить с одноклассниками, ярко краситься и одеваться, смотреть на мальчиков. За непослушание наказывал. Это привело к тому, что красивая добрая девочка всегда сидела в углу и старалась не привлекать внимания, чтобы ее никто не замечал и не трогал. Когда в возрасте 11 лет Элизабет впервые пережила сексуальное насилие со стороны отца, она не посмела никому в этом признаться и пожаловаться. Преступление. Начало. Когда Фрицелю было 24, уже будучи 3 года как женат, он впервые попал в полицию по обвинению в эксгибиционизме. Еще спустя 8 лет отец 4 детей ворвался в дом молоденькой медсестры и изнасиловал, приставив нож к горлу. За этот случай его арестовали и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Но на деле жертв у сексуального маньяка было больше. Просто они молчали и не обращались в полицию. Пока Йозеф отбывал срок, его жена Розмари говорила соседям, что ее муж в длительной рабочей командировке. Маленькая Элизабет тогда было чуть больше года. Освободившись досрочно за хорошее поведение, Йозеф решил начать новую жизнь. Перевез семью в родной городок Амштеттен, в дом своей матери, и стал усердно трудиться в фирме по производству стройматериалов. Здесь никто не знал о его прошлом насильника. В 80-х годах он уже работал на себя и всерьез занялся недвижимостью. Приобрел несколько участков. Выглядел солидно, преуспевал в делах. Местные жители воспринимали его как приличного семьянина и бизнесмена. В соответствии с австрийским законодательством, его судимость была полностью исключена из архивов по истечении 15-летнего срока давности. За Элизабет закрывается дверь подвала. На четверть века. Тем временем Элизабет подрастала, закончила школу и пошла учиться на официантку. Она предприняла одну попытку сбежать в столицу вместе с другом, но была еще несовершеннолетней. В течение 3 недель ее нашла полиция и вернула с вокзала домой. Слухи быстро распространяются в маленьком городке, и вскоре уже все знали, что у Фрицеля дочь – беглянка и трудный подросток. Что ж, эта репутация вскоре сыграет с ней роковую шутку. Летом 1984 года, через 2 месяца после своего 18-го дня рождения, Элизабет проснулась от голоса отца.
Он звал ее спуститься в подвал и помочь ему повесить там дверь. Она послушалась, после чего ее жизнь изменилась навсегда. Как только она помогла отцу вставить дверь в раму, эта дверь закрылась за ней на четверть века. Фрицель усыпил дочь хлороформом, чтобы затащить внутрь. А когда она очнулась, кричать и звать на помощь было бесполезно. Йозеф переоборудовал свой подвал в бункер еще в 1978 году. Для этого он подал официальное прошение в городской муниципалитет и даже получил ссуду из Государственного фонда для начала строительства. Свое желание сделать бомбоубежище прямо у себя под домом мужчина объяснил тем, что опасается за жизни жены и детей. Так как Амштеттен в пределах сотни километров от границы между Западом и Востоком, его затее никто не удивился. Во времена Холодной войны многие строили себе бомбоубежища. С тех пор начался кошмар. Йозеф Фрицель спускался к своей пленнице, только чтобы изнасиловать ее и принести еду. В качестве карательных мер, и чтобы окончательно сломить волю девушки, он мог приковывать ее наручниками, сажать на цепь, оставлять без света на целые недели, отключать отопление на ночь. Теперь Йозефу нужно было придумать правдоподобную историю исчезновения дочери. Он сам написал заявление в полицию о том, что его девочка якобы пропала, а через несколько дней принес из почтового ящика письмо от Элизабет, в котором ее рукой было написано, что она сбежала в новую жизнь и возвращаться не собирается. Письмо на самом деле она писала под его диктовку в подвале, а чтобы отправить его на свой адрес, Йозеф съездил в соседний город. Жизнь в плену. Рано или поздно это должно было случиться. Элизабет забеременела. Все 9 месяцев девушка переживала, каким будет ее ребенок. Рожала она одна. Даже Йозефа на тот момент не было рядом. Но он принес ей запас горячей воды и полотенец, антисептик и книги для молодых мам. В 1989 году на свет появилась девочка по имени Кёрстен. С самого рождения она мучилась судорогами. Позднее врачи поставят ей диагноз эпилепсия. Но в остальном была обычным ребенком. С ее рождением, по словам Элизабет, жизнь обрела хоть какой-то смысл. Теперь она должна была заботиться о Кёрстен. Через год Элизабет родила от своего отца второго ребенка, мальчика Стефана. В 1992 году на свет появилась дочь Лиза. Тогда семейству стало очень тесно жить в одной комнате. Да и отцу становилось некомфортно насиловать Элизабет на глазах подрастающих детей. Когда младшая девочка начала болеть, Йозеф придумал, как решить эту проблему. Мы с Элизабет все спланировали вместе, потому что оба понимали, что Лиза с ее плохим состоянием здоровья не имела никаких шансов выжить в подвале. Несложно было уговорить Элизабет написать письмо, в котором она сообщала, что не может воспитать ребенка, и поэтому отказывается от него. Может, ей и не хотелось отдавать дочку, но если она любила ее и хотела, чтобы та выжила, выбора у нее не было, рассказывает маньяк следствию. В мае 1993 года Йозеф подкинул 9-месячную Лизу под дверь собственного дома. Кроме малыша, в коробке лежало письмо, в котором Элизабет признается, что путешествует с сектой и просит родителей позаботиться о дочери. В будущем Розмари предстоит получить еще 2 таких послания. Догадывалась ли она хотя бы на секунду, что ее дочь Элизабет все это время находилась у нее под ногами, буквально в нескольких метрах? В плену Элизабет Фрицель родила 7 детей от Йозефа. Один ребенок умер на 3-й день после рождения от респираторных проблем, лишенный возможности получить медицинскую помощь. Тело младенца отец сжег в котельной, в мусоросжигателе. После Лизы еще 2 детей, Моника и Александр, были вывезены из подвала в возрасте 9-15 месяцев, чтобы жить с отцом-педофилом и его женой, которые официально стали приемными родителями. Розмари уже перестала удивляться,
когда видела под дверью очередную коробку с подкидышем. Социальные работники регулярно посещали семью, но не видели и не слышали ничего, что могло бы вызвать какие-либо подозрения. Йозеф по всем параметрам казался хорошей кандидатурой в приемные родители. Состоятельный, успешный, длительные брачные отношения, обходительные воспитанные дети. Всегда говорят спасибо и пожалуйста, что с удовольствием подтверждали учителя. Ну а данные о криминальном прошлом давно изъяты из архивов, что называется «концы в воду». После рождения четвертого ребенка в 1994 году тюрьма была расширена с 35 до 55 квадратных метров силами Элизабет и ее детей с разрешения Фрицля. У пленников был телевизор, радио и видеомагнитофон. Пищу можно было хранить в холодильнике, а также готовить или нагревать на плите. Элизабет учила детей читать и писать. Эта, по сути, выросшая в плену женщина учила своих детей-пленников всему, чему сама успела научиться за 18 лет на свободе. А если кому-то случалось провиниться перед Йозефом Фрицлем, у него всегда были такие рычаги давления, как не приносить еду несколько дней, отключить свет или отопление. За попытку побега он угрожал отравить газом, хотя никакого газа в подвале не было. А дверь якобы была под напряжением, поэтому нельзя и пытаться ее выломать. Такие сказки он рассказывал уже подросшим Кёрстин, Стефану и Феликсу. А тем временем наверху у Фрицля была другая жизнь и другая семья. В качестве мостика между этими двумя мирами он иногда приносил в подвал фотографии со свадеб, дней рождения и показывал Элизабет знакомых ей людей и родных, которых она никогда не увидит. По словам его невестки Кристины, он каждый день ходил в подвал в 9:00, чтобы проектировать машины, которые потом продавал различным фирмам. Приходить туда и беспокоить его было строжайше запрещено всем членам семьи. Подвал был сделан хитро. Чтобы попасть в ту самую последнюю комнату, нужно было пройти кладовую, котельную, бойлер, рабочий кабинет Йозефа и в конечном счете найти дверь за большим деревянным шкафом. Это означало, что нужно было открыть по меньшей мере 5 дверей, все ключи от которых находились у Йозефа Фрицля. Мужчина, который в течение 12 лет арендовал комнату на первом этаже дома, утверждал, что слышит шум из подвала, но Фрицель объяснял это поломками системы газового отопления. Впоследствии он назовет свою двойную жизнь безумием. На протяжении 24 лет я всегда знал, что то, что я делал, было неправильным, и я, должно быть, был сумасшедшим, чтобы сделать такое. Но двойная жизнь со временем стала для меня нормой. День ото дня, с тех пор, как я запер в подвале дочь, мое положение становилось все безумнее. Мне часто хотелось рассказать все другу, но я боялся, что меня посадят. Выдержки из протоколов переговоров с адвокатом Эрмайером, опубликованные австрийским еженедельником «Новости» для публикации. Все домочадцы были подчинены воле главы семьи, и он имел большую семью, как и хотел. Одну наверху, а вторую в звуконепроницаемом бункере, 2 этажами ниже. Элизабет к своим 42 годам без солнца, нормального движения и медицинской помощи быстро превратилась в старуху. Ей суждено было закончить дни в клетке, но кое-что пошло не по плану сумасшедшего психопата. Кошмар заканчивается. Показания дочери. Одного ребенка Йозеф уже довел до смерти, не отправив вовремя в больницу. И вот серьезно заболела старшая дочь Элизабет, Кёрстин. Йозеф пытался вылечить ее обычным аспирином, но девочка падала в обмороке, ее рвало кровью. Элизабет сумела настоять на необходимости медицинской помощи, и Йозеф повез девушку в больницу, запустив цепочку событий, в результате которых все наконец раскрылось. По своему обыкновению Йозеф придумал историю о том, как безответственные сектанты привезли Кёрстин в таком виде к порогу его дома. Конечно, прилагалась и сопровождающая записка. Но врачам эта история показалась довольно подозрительной.
У Кёрстин обнаружили сложную форму почечной недостаточности, а еще у нее был до крови искусан язык. Тело бледное, в синяках и ссадинах. Зубы прогнили и почернели. Она была невероятно худой и уже в очень тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания и диализу. Вскоре ситуацией заинтересовалась полиция. В истории Йозефа было множество нестыковок. Чтобы разыскать мать брошенной девочки, ее историю начали освещать в газетах и по телевидению. В бункере у Элизабет был телевизор, и она начала умолять отца отпустить ее в больницу, обещая, что не выдаст их общий секрет. Йозефу было уже 73 года. Он устал, на него наседала полиция, и он согласился на уговоры дочери. Стоило ему привезти Элизабет в больницу, как их изолировали друг от друга и начали допрашивать. Первые 2 часа Элизабет действительно придерживалась версии о секте, но когда полицейские убедили ее, что не отправят обратно к отцу и ее дети не останутся без присмотра, выложила всю свою правдивую историю. 11-часовую запись ее показаний присяжные заседатели впоследствии назовут мучительной. А сама она, с невероятно белой кожей, выглядящая намного старше своих лет, поражала всех своим внешним видом. И озиралась кругом, дивясь незнакомым предметам, другим людям, свету из окон. На следующий день оперативники нагрянули в подвал, где обнаружили остальных детей Элизабет. Мальчиков немедленно доставили в больницу, а их мучителя заключили под стражу. Было начато уголовное дело. Генетический тест подтвердил инцест и отцовство Йозефа. Суд и приговор. Судебный процесс по знаменитому делу Йозефа Фрицля начался 16 марта 2009 года в городе Санкт-Пельтен под председательством судьи Андрея Хумер. В первый день обвиняемый вошел в зал суда, пряча свое лицо от камер за синей папкой, на что имел право по австрийскому законодательству. После начала заседания всем журналистам и зрителям было предложено покинуть зал суда, после чего Фрицель показал лицо. В своем вступительном слове адвокат Рудольф Майер призвал присяжным быть объективными и не поддаваться эмоциям. Он настаивал, что Фрицель не был таким монстром и даже привозил в подвал к своим пленникам елку на Рождество. «Я не являюсь зверем, которого из меня пытается сделать пресса». После ареста Фрицель пытался утверждать, что его поведение по отношению к дочери не было насилием. Рассказывал, что привозил цветы пленнице, книги и игрушки для детей. И часто они все вместе обедали и смотрели телевизор в бункере. Также Фрицель с адвокатом подготавливали почту для доказательства невменяемости Йозефа. Мол, он изначально спрятал Элизабет в подвал, чтобы защитить ее от соблазнов и опасностей, когда она стала позволять себе бунтарские, аморальные выходки. Вот почему я должен был что-то сделать. Мне нужно было создать место, где я мог бы держать Элизабет силой, если необходимо, вдали от внешнего мира. Вспомнили и тяжелое детство Йозефа, лишенное любви. Его мать никогда не целовала и не обнимала его, хотя мальчик очень в этом нуждался. В порывах гнева она называла его сатаной и преступником. Он очень ее боялся, а затем начал испытывать сексуальное влечение к ней. Мне на роду было написано быть насильником, и я сдерживал свою злую сторону довольно долго. Я мог бы вести себя намного хуже. Судебный психиатр поставил диагноз – мозаичное расстройство личности, включающее признаки пограничного, шизотипического и шизоидного расстройств. 19 марта 2009 года 73-летний Йозеф Фрицель был приговорен к пожизненному заключению в тюремном медицинском учреждении для душевнобольных. Суд присяжных признал его виновным по всем 5 пунктам обвинения: инцест, незаконное лишение свободы, неоднократное изнасилование, содержание людей в рабстве и убийство по недосмотру. 6 детей. Такие разные судьбы.
Итак, трое детей Элизабет жили в подвале с самого рождения. 19-летняя Кёрстин, 18-летний Штефан и 5-летний Феликс. Когда Элизабет родила последнего мальчика, Фрицель посчитал, что его жена Розмари, которая уже за 60, не сможет следить за маленьким, поэтому оставил его в подвале. Всю свою жизнь эти трое детей не получали должного лечения, образования, мучились от зубных болей, были физически слабыми, заикались и регулярно видели, как унижают их мать. Троих, которым повезло оказаться наверху, Йозеф, наоборот, баловал. Всей семьей они ездили на отдых. Дети получали игрушки, развлечения. После окончания школы отправились учиться в хороший колледж. Он по-прежнему оставался строгим, но уже не позволял себе такой тирании, как во время воспитания старших детей. Возможно, в силу возраста, возможно, от усталости. Жить на две семьи и тщательно это скрывать с каждым днем становилось все труднее. Однако дети сверху вынуждены теперь всю жизнь жить с осознанием того, что тот, кого они считали дедушкой, лгал им, будто бы от них отказалась собственная мать. У всех детей могут быть генетические проблемы, характерные для рожденных от кровосмешения. Жизнь после трагедии. Целый год не утихала шумиха вокруг громкого дела, и на Элизабет и ее семью буквально охотились папарацци. Журналы были готовы платить сотни долларов хотя бы за один снимок. Поскольку давать интервью, главные герои этой истории отказывались. Папарацци осаждали больницу, где лежала Кёрстин. Против них дежурили полицейские, а самой Элизабет приходилось навещать дочь, маскируясь под медсестру, чтобы не быть узнанной. Вплоть до 2009 года Фрицели находились в психиатрической клинике, где заново учились жить, осознавая, что прошлое не изменить, отца-насильника не переделать, и он всегда был неадекватным, в этом нет их вины. После суда и долгой реабилитации Элизабет и ее 6 детей осели где-то в Австрии под другими именами, и тайна их местонахождения охраняется законом. Все дети до сих пор нуждаются в постоянной терапии, а сама Элизабет восстановилась на удивление быстро, насколько это вообще возможно в ее ситуации. Выучилась на права, любит гулять под дождем и делать покупки, принимать душ. Ей даже приписывают роман с одним из телохранителей, которых приставили к ней и ее семье для защиты от повышенного внимания прессы. Ее взрослые фото по-прежнему нигде не увидишь. Дети сверху и дети снизу поладили между собой. Детям, выросшим в подвале, нравится гулять и играть в видеоигры. Также они познакомились и поладили со своей бабушкой. Розмари после ареста Йозефа подала на развод и уехала в уединенную квартирку в Линце, зарабатывать на жизнь рукоделием. Элизабет не сразу смогла простить мать за доверчивость к преступнику, но спустя время их отношения потеплели. Злополучный подвал в 2013 году залили бетоном, а дом продали. В мае 2017 года пожизненно заключенный Йозеф сменил фамилию на Майерхоф. Сейчас ему 87 лет. Он пишет мемуары и мечтает еще порыбачить когда-нибудь на свободе. Хотя одно прошение о досрочном освобождении Верховный суд уже отклонил. А нам с вами остается только понять, как отличить законопослушного на вид, респектабельного гражданина от психопата, который тайно живет насилием. Где проходит грань, за которой заканчивается истинная добропорядочность и начинается притворство? Пока на эти вопросы нет четкого ответа, рекомендуем обращать внимание на подозрительные шорохи и стуки из подвалов и тому подобных мест. Любой крик о помощи должен быть услышан, и в этом деле не бывает ложной тревоги. Преступники порой проявляют чудеса изощренности, чтобы скрыть свои преступления. И все, что мы можем им противопоставить, это свою бдительность.